Продолжать плести будем плетением, которое называется ситцевое. На нечетном количестве стоечек оно плетется одной трубочкой. Но у нас четное количество стоечек, поэтому мы будем плести двумя трубочками. Первый круг будет одной трубочкой, а второй круг будет вдогонку другой. И так мы будем плести двумя трубочками одновременно, чередуя. Начинаем плести с трубочки, которая подклеена за стоечку, которую мы отмечали. Плетение очень простое, то есть накладывается на первую стоечку и заводится за вторую. При этом слегка заминаем. И так продолжаем дальше. На первую, за вторую. Следим за тем, чтобы стоечки у нас были на одинаковом расстоянии друг от друга. Не забываем прижимать плетение. Также нужно поставить форму-основу и очень плотно по ней оплетать. Когда закончилась трубочка, наращивать ее нужно за стоечкой, для того, чтобы соединение было не видно. Даже желательно, чтобы соединение попало слева примерно в миллиметре двух, потому что когда пойдет следующая трубочка, она у нас будет накладываться на эту, и здесь прикроется соединение. И когда доходим до конца, то меняем плетение на следующую трубочку. И, как я говорила, уже будем ей плести вдогонку. Вот сейчас я покажу, почему мы это делаем. Потому что следующее у нас уже накладывается на другую стоечку и заходит за ту, на которую мы накладывали прошлую. То есть вот видите, как получается. Все, доходим до конца второго ряда, эту трубочку оставляем и третий ряд опять же плетем первый. И так плетем, чередуя эти две трубочки, плетем несколько рядов. Плетение друг к другу сильно не прижимаем, лишь бы не было между ними просвета, чтобы было видно вот это чередование, так лучше смотрится. На этом этапе я еще сразу считаю, сколько мне нужно стоечек, потому что у меня предполагается ситцевое
плетение со смещением, и в нем раппорт узора будет равен 5. Вот раппорт узора 5 умножаю на 9, 9 раз будет узор повторяться, получается 45, и я прибавляю 1, 46. Либо я могу сделать минус 1. То есть вы, когда будете считать, имеете в виду 45 минус 1, тогда получится 44. Просто если возьмете 44, то узор будет смещен вправо, а если 46, то влево. Я возьму 46 стоечек основ. Начинаем с одной, и так одной и будем плести. Начинаем плести слева направо. Как я говорила ранее, раппорт узора 5 трубочек. То есть будем заводить на 3 и за 2. Вот таким образом. Здесь сразу трубочку поправляем, которая сверху на 3 заходит, и выдерживаем стоечки вертикально. И так продолжаем дальше. На 3 и за 2. Сразу же прижимаем плетение к основе и прижимаем косички снизу. Когда трубочка заканчивается, то нужно сделать так, чтобы соединение попало за стоечками, чтобы его с лицевой стороны было незаметно. Вот когда доходим до конца, мы видим, что у нас одна стоечка, вот за которую мы заклеивали, она как бы осталась свободная. Следующий узор уже пойдет со смещением. То есть смещение идет у нас влево. Плетение несложное, главное, прижимайте друг к другу его и плетите достаточно плотно по форме. И когда доходим до конца второго ряда, то мы видим, что у нас смещение идет еще на одну. Здесь нужно очень хорошо считать, то есть не запутаться. 3 за 2, чтобы рисунок не нарушился.
Я проплела 5 рядов, уже хорошо виден рисунок и смотрится здесь замечательно. Принципиально важно, когда плетете таким рисунком, чтобы здесь очень красиво ложилось плетение. Обязательно срезайте склейку. И еще та стоечка, с которой мы начинали, ее нужно также отметить чем-то, чтобы вы могли контролировать, сколько вы проплели рядов. Вот у меня получается, сейчас я пойду на 6-й ряд уже. Ну, все так продолжаем плести дальше, плетем до самого верха. Все, я завершила плетение сиреневым цветом. Получилось 26 рядов. Заканчиваю на том же месте, где начинала. Вот у меня отсюда первая начиналась. И здесь же последняя у меня заканчивается. Сейчас я ее обрежу где-то на расстоянии 5 миллиметров. И за вот эту стоечку, за отмеченную, заправлю внутрь плетения.